Всем привет, уважаемые зрители моего канала! Хочу с вами поделиться очень простым рецептом, рыбным паштетом, такой легкой рыбной закуской. Ингредиентов не так много, готовить очень просто, а получается очень вкусно и просто замечательно. Можно взять практически любые сорта рыбы, но лучше всего, наверное, в этом сочетании будет красная рыбка. Если жирную рыбу употреблять нельзя, возьмите рыбку средней жирности. К таким относятся горбуша, кита, кижуч. Я взял рыбку кижуч. Я запекал его в духовке, перевязывал, перед этим просаливал. Очень интересный рецепт, вы можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании к этому видео. Можно взять кусочек свежей рыбы, отправляете в духовку, запекаете при 200 градусах в районе 20-25 минут и готово. Можно взять рыбу горячего копчения или же консервированную, но не рекомендовал бы этого делать, если у вас есть ограничения в питании. Все-таки копченая рыбка будет достаточно тяжелой и не очень полезной. В принципе, то же самое относится и к рыбе консервированной. В общем, из ингредиентов у меня запеченный кижуч, полпучка укропа, немного оливкового масла и творожный сыр жирностью 20%. Выбирайте сыр, тот, который нравится вам, творожный сыр, но обратите внимание на то, что иногда на упаковке пишут жирность в сухом продукте. То есть это сухое составляющего этого сыра. Если там написано 60%, это не значит, что этот сыр жирностью 60%. Как правило, это гораздо меньше. В общем, это такой момент, на который важно обратить внимание, особенно если жирные продукты и жирные сыры вам запрещены. Здесь вот нужно выбрать подходящий. Ну и закуску эту буду намазывать, естественно, на хлеб. Почищу рыбу, удалю кости и разомну ее вилкой. Так запекаю рыбу впрок. Очень удачный способ. Получается она очень вкусный. Практически как рыба горячего копчения. Но при этом гораздо полезней. Не содержит вредных веществ. И по вкусу просто замечательно. Снимаю с костей. Затем разминаю рыбу вилкой. Если есть блендер, можно все пробить блендером. Но тогда масса получается очень мелкой. Мне же нравится, когда кусочки рыбы чувствуются в конечном продукте. Поэтому я разминаю. И заодно проверяю на наличие костей. Затем добавляю творожный сыр, немного оливкового масла, порублю укроп, и добавлю туда же. И очень тщательно все перемешиваю, продолжая разминать рыбу. Паштет готов. Теперь подготовлю хлеб, на который буду его намазывать. Немножко подсушу его. Не поджарю, а именно подсушу. Можно сделать это в духовке, а можно на сковороде. Но главное, в сковороду не добавляйте масла. Потому что вот эта прижаренная корочка на масле, это очень вредно. Это очень вредно и запрещено при болезнях желудочно-кишечного тракта. Да и вообще, такая жареная пища никакой пользы организму не приносит. Я могу перечислять множество вредных факторов, в том числе холестерин и так далее. Но я думаю, вы сами об этом знаете. Хлеб нарежу кусочками толщиной 1 сантиметр. Возьму гриль-сковороду, это не принципиально, можно взять любую другую, и уложу на нее хлеб.
Просто мне не хочется делать это в духовке, потому что духовка долго будет разогреваться, а хлеб подсушится буквально минут за 10. Поэтому я подсушу его на сковороде с двух сторон. Зажаривать хлеб не нужно, поэтому чаще его переворачивайте. Хлеб немного подсушился, сковородку можно снять с плиты, и пусть он дойдет, немножко еще зачерствеет. Беру хлеб, намазываю на него паштет и пробую. Хрустит, очень нежный вкус, сливочный даже, я бы сказал, потрясающе. Очень вкусно. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот рецепт скрасит ваш стол и понравится вам, вашим гостям. Это вкусно, с удовольствием этим рецептом с вами делюсь. Если вам интересны мои видео, подписывайтесь на канал, пишите ваши отзывы и пожелания в комментариях. Очень много полезной информации вы оставляете, я вам за это благодарен. Кто-то делится рецептом, очень неплохие советы. В общем, спасибо всем огромное за активность, за участие в нашем общем деле. Всем желаю крепкого здоровья, вам и вашим близким. Всего хорошего, успехов, удачи и пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч!